Ага, омники всякие. Тот самый омник через Omnipresent, когда у него увеличивается. А, кстати, тот чел играл через статы. Omnipresent. Ну, Omnipresent добавляет только урон. Но вообще, идея прикольная. Можно попробовать. Конечно, это не победка, но попробовать можно. Так, ради интереса. Тут раз в 10 секунд, тут будет раз в 6 секунд. Но это еще можно уменьшить КД. Тут невозможно. Это еще нужно каким-то чудом подойти. Ну да. Мана шилд, интересно. Защита от магии. Мультикасты. Спасибо. Ну даже да, вот у тебя чистый дэмэдж, а у него сопротивление магии. А ты ему скажешь: ой, прости, друг. У меня чистый урон. Не сегодня. The next level play. Блин, даже не знаю, что мне нужно. Увеличить себе за счет санкоста статы или как? Или оно мне не нужно? Что-то мне подсказывает, что оно мне не особо-то и нужно. Хороший урон, замечательный урон. Я понял тебя. Ну, тут логично то, что slow burn увеличивается. Если стоять в луже, то лицо благополучно за несколько секунд исчезнет. Что нового? Да, по сути, ничего такого. Баланс завезли. Что-то опять усилили, что-то опять сделали слабее. Так, ничего такого. Здорово. Так, нам логично нужно крещендо. Пойти в статы. Хотя бы плюс 6 ко всем атрибутам за уровень. Плюс 0,6. Можно сказать почти то же самое, что и перк Аганим. Там 0,75, там 0,6. Кстати, вроде как пофиксили или не пофиксили тот баг, когда репейл на дуэли работал в 10 раз сильнее. Ну просто дичайший реген. Не, ну вообще можно взять Магуса по-хорошему, да? Чтобы бить и просто с твоей тычки вылетел хаммер. Оно вроде с одной стороны кажется типа, ну такое. Но если ты хочешь играть через хаммер, почему нет? Прикольно сделали то, что когда теперь кидаешь сон, можно бить любого. Я понял вас. Че, постакаем косу? Я, конечно, не уверен в этом, ну ладно. Пускай. Мультикаст, палец, блицстрайк. Ясно.
Бабах. Там, кстати, Блицстрайк теперь не до 50% здоровья, а до 60% здоровья. Раньше было 50, сейчас 60. Один стак всего лишь. Ясно. Чувствую, не на стака. Этот танцует здесь. Говорит, мне норм. Я постою. Какой смысл? Реально, какой смысл просто стоять в ФК? Не, ну ладно, там я понимаю, когда ты куда-то вышел, отвлекся. Тогда обидно. А когда просто зашел в игру и ФКшишь, в чем смысл? Подожди, у него 3,2, 1,3, 2,7. Ну да, у меня по ловкости, по силе, можно сказать, в среднем лучше. Но интеллект, конечно, хуже. А так, если взять в общем, по идее, одинаково. Да, чувствую, я не настакаю косу. Ладно, пускай. Лол, он просто застанет его до смерти. Стан, сон. Кстати, сон, по идее, вряд ли действует. Хотя даже не знаю. Вообще должно, но вроде как нет. Но когда у тебя много способностей от Магуса, это, конечно, такое себе. Ненужное мероприятие. Ему вообще... Ему норм. Он говорит, мне норм. Ну, там логично, там еще Дриалом и Рейдж. Конечно, да. Защиты слишком много. Защита называется уровень бог. Здорово, сейф лучший. False Promise. Даже если учитывать некоторые способности, как под сейф, даже таймлапс, ульта Феникса, Battle Trance являются неплохим подсейвом. Но если взять в общем все подсейвы, то лучше, конечно, все-таки через Iron Disc False Promise нажимаешь, и ты живешь 8,5 секунд. Даже 9. Мы тебя можем категорически поздравить, да? А что так много магуса в игре? 4 магуса в игре. Этот вообще через палец пошел. Палец, Enrage и анимация. Еще и Lucky Shot. А это нормально вообще? У него логично билд куда сильнее, чем мой.
На лол. Что происходит? Это просто бесконечный сон. По-моему, я такого еще ни разу не видел. Это реально бесконечный сон. Какая-то жесть лютая. Просто лютая жесть. Ну, что-что, но вот именно вот такого я точно никогда не видел. Изи. Хорошая скорость. Тогда что, если взять его билд? Да, несмотря на хедшот, конечно, можно сказать, что это все-таки не Вивера снайпер. Потому что в основном, когда играют люди через эту пассивку, они играют на снайпере. Вообще билд хороший. И шард купить, будет сплэш. Пиз добавляет урон, тут скорость. Немного смысла от фокуса, конечно, но хотя бы скорость таки дает. Тут еще неизвестно, у кого какие были рейтинги. Это во-первых. И во-вторых, сколько кому дали удачи, у кого какие вехи. Сложно слишком. Когда, например, там воин устранения, ты понимаешь, сколько у него урона, и в принципе представляешь, какого левела вехи. Ну или, например, там отречение, да, когда оно дает определенное количество статов. А вот когда, например, там первый ход, стекляшка, это вообще неизвестно. Чистое колдовство, чистая удача. Это вообще неизвестно. О, уже на левела. Давайте подумаем. Мне кажется, тут точно нужно брать лотос. Хоть он и не бесконечный, ну ладно. Подожди, то он через кукловода? А, нет, ты чё? Чё его сон длится дольше? Кажется, как будто его сон длится дольше. Ну тут лотос против него заходит идеально. Лотос именно та самая кнопка против Магуса. Если она не бесконечная, ну, да, может не сыграть, но все равно сильно.
Конечно, да, я с самого начала понимал, что я много не настакаю, потому что у меня есть хаммер, но я могу хаммер поменять. Кстати, почему бы его не поменять? Ну, просто взять и поменять, тогда мне будет стаков косы гораздо больше. Че я об этом не додумался? Ну, конечно, не хочется тратить деньги, это логично. Подожди, тут у нас получается, что излечивает врагов, да, но тут написано восстановление здоровья за уровень 3. Оно еще добавляет реген. Конечно, я все стаки себе сбил уже. Ну ладно, пускай. Тут у нас добавляется базовый бонус к восстановлению здоровья 20 и сила. Восстановление здоровья за эффект 9. Немного, но прикольно. Хреново то, что по этому крипу там пускай даже 10 кос вылетит, все равно дастся только один стак. Маловато. Блин, может точно так же, как и в прошлый раз, его выиграть. Хочу поставить чуть-чуть. Что-то мало дал регена. Слишком мало. Нормально, и трое поставили на него. Не, ну судя по тому, как он выиграл его в прошлый раз, это ненормально. Ух, ё, вот это повезло. Он реинкарнировал прям в самую последнюю там долю секунду. Просто бах, умер, и время пошло. Блин, жесть. Лол. Подожди, он там стакает что-нибудь, нет? Нет. Вообще, логически подумать, то, что завезли сюда, от Anchor Smash, когда ты стакаешь пассивочку, прикольно. Но это не говорит о том, что ты этим переиграешь, но это прикольно. Просто что-нибудь стакать в кастомке, это прикольно. Хотя бы что-то. Тут же тот же урон с руки, ту же косу с Магусом. А на Тайдухе как раз прикольно блок урона стакать. Надо будет как-нибудь выложить эту игру. Потому что если, например, взять тот же Richmond Shield, как он там называется. Richmond Shield. Он, во-первых, и брони добавит много, потому что это 100 к ловкости, да, ты... Логично, ты силовик, у тебя основной атрибут сила, но 100 к ловкости даст тебе достаточно брони, причем довольно много. И блок дэмэджа сверху.
А против ближников так вообще 450. Или сюда вот засунуть Кримсон. И, например, чувак будет без брошки, ну, допустим, без брошки, и просто с там 1500, 2к урона. А ты блочишь почти 2к урона. Или даже 2к. Он такой, где мой урон? Ты такой, не сегодня. The next level play. Здорово. Что-то мало дает Регина. Прям ни о чем. Значит, 40 Регина, да? А, КД. Ну ладно. Я думаю, что-нибудь стакать, типа того, как стакает за счет таланта Кракен Шелл, можно завести какому-нибудь другому герою. Тоже какие-нибудь интересные стаки. Так у меня пока не приходит в голову, какие именно. Какой герой, какие именно способности для того, чтобы что-нибудь постакать. Типа статов. Минус 2 секунды Purification, плюс 160 к лечению и урон от Purification. С агонимом увеличивается длительность, да? На 1 секунду. Вау, сопротивление эффектом 40%. Не, ну вообще прикольно, сопротивление эффектом 40%. Но здесь КД огромный. Пускай талант есть, да? А, всего лишь минус 30 секунд перезарядки? Так даже 90 секунд КД. По-моему, раньше был талант на минус 60 секунд КД, Guardian Angel. Но не на 15-м, а на... По-моему, был на 25-м. Хотя не знаю. Но вообще, конечно, бред. Все равно КД слишком большой. Он не умирает. Да умри ты уже, блин. Ура! Коса вылетела. Коса, я люблю тебя. Против него, конечно, можно и соло взять. Но он бегает слишком быстро. А он взял специально, гонца взял. Эти ваши големы слишком жирные. Увеличивает здоровье союзников поблизости 50%. А что я об этом не знал? Чё? По-моему, как там слишком много, не?
Так, нам нужна броня. Однозначно. Без брони никуда. И прокачивать ее нельзя, потому что если я сейчас прокачаю, останется 9. А мне нужно будет прокачать это. 3 часа осталось. Ладно, хотя бы 7 дней. Что там второго левела пускай. Вот это драка, вот это драка, вот это красиво. Он лотос, я так понимаю, взял, потому что я взял лотос. Я и там лотос. Что происходит? Резко все поумнели из-за того, что я взял лотос. Видимо. Вот здесь сложно. Он убил меня за один сон. Вы издеваетесь, что ли? Алло. Не, ну там масло стакается, это да. Я думал, он меня не пробьет. Так у него нет урона почти. Это за счет этого. И масла, потому что масло стакается, добавляет дэмэдж. Мне кажется, если бы не масло, он бы не убил. Блин, а что мне сегодня так не везет, а? Ворвались, блин, в сезон, и тут меня все ебут. Такое ощущение, как будто я, блядь, этот... Вообще не умеха и не знаю, что делать. Тут просто невезение. Катастрофическое невезение. Ясно. Еще один стак от косу, типа. На самом деле один стак. Да-да. Он даже без шарда, он не понимает, что ему нужен шард для того, чтобы фервор имел больше смысла. По крайней мере, против крипов точно. Но у него и предметов 0. Нормально. Фуриона практически идеальный билд. А выиграть не может. Беда. Он старался. Почему-то хотел дать косу, но не отменил. Я даже не увидел. Ну ладно, пускай. Сейчас. Блин, я боюсь нажимать опять. Сейчас же в таблицу нажму, и опять начнется дикие лаги. Реально. Просто дичайшие лаги начнутся.
По фану, да, так, ой. А что у тебя лагает? А я не знаю. Не, вообще сюда, да, моношилд засунуть, который был у меня в начале, кстати, был моношилд. Я его не взял. Но мне кажется, если бы я как раз взял бы моношилд, все было бы по-другому. Опа, вырисовывается билд. Хороший билд. Да, вот вам и обновление. Таблицу лучше не нажимать. Эту таблицу можно нажимать. А туда лучше не нажимать вообще. Хреново то, что удачу не дают, нифига. Удачу только заслуженные получают. Заслуженные артисты и актеры. Мы такими не являемся, мы просто лохи. Лол. А где дэмэдж? Дэмэдж где? Правильно. Он отсутствует. Что ж, все понятно. У него, конечно, шансов немного, но они есть. Нет, шансов немного. Вот это битва. Жесть. Это просто битва титанов. Что там палец, что там палец. Тут у нас получается еще и 3 ипати. Этот зачем-то ищет. Предметы не собирает. Зато ищет лучшую способность. Тут пока настакаешь. Хочется побольше настакать, но мне кажется, я бы там лицо потерял. Возможно. Я что-то не захотел проверять. Блин, а эффект висит. Картинка пропала, но все равно написано. Пирсет. Шеф, мы теряем эту броню. Спасибо. А Гуля почему-то продолжает выигрывать. Я не знаю, как это происходит. Я просто не знаю. Он даже в булварк пробивает, умудряется. Каким-то чудом. Да, я подойду. Нет. Хотел дать косу, не успел. Что у него там какой-то стан. Кажется, как будто на 24 года. А тут даже не знаю, ладно, пускай. Он всех выигрывает, пускай.
Да кто так дерется, боже? Что это за... Как он... Боже. Такое ощущение, как будто вот в Shadowrun можно дать и палец, и все в таком духе, да? Что за бред? Да подойди и нажми БКБшку. Потом уйди в Shadowrun, побахай. Потом поставь купол. Это называется все не в тайминг. Видно, что человек играть не умеет, ему просто повезло. Говорится, повезло, то, что нет достойного противника. Да, видно, как пассивка ушла, и хп сколько там? Довольно много снялось. Нормально. Узри меня, всезнающий. Игда. Иногда нужно смотреть на способности крипов и, по крайней мере, учитывать то, что у них бывает жесткая херня. Тут стульчик, который запрещает тебе бить. Его никак не развеять. Просто стульчик. Но ему можно кинуть сало, его можно заглушить станчиком. И все. Ну, либо отойти. Лола, как он выиграл. Неужели он просто дал в него палец? Реально, просто дал палец, да, походу? Смешно. Это называется «Главное вовремя нажать кнопку». Этот отнимает броню. Шеф, мы теряем броню. Если ты не пробиваешь их, то его нужно убить сразу, чтобы броня не тратилась. Потому что и экспоуз настакивается. Сколько там уже? Сопротивление урону 41%. Тамба X3. Да, тамба лютая. Как переигрывать тамбу, не знаю. Хорошо, что у него гонец хотя бы не в тройку. Но мне кажется, если я буду бить тамбу, я могу разбить, но мне нужно разогнаться хотя бы посильнее, то пока бью медленно. Можно и побыстрее. Подожди, сколько у нас там воин? А, воин тоже остался 4 часа. Что же лучше вкачать, крещендо или воин? Не, наверное, все-таки вкачаю крещендо. А потом, когда-нибудь, возможно, посмотрим. Ой, у чувака лицо исчезло.
Подожди, а тут же сопротивление эффектам теперь не дает. Здесь бонус к силе, бонус к восстановлению силы, восстановление здоровья за эффект. Раньше добавляло это сопротивление эффектам, а теперь у нас с огнем добавляет это сопротивление эффектам. Но согласен. Можно на самом деле и поменять. Я думаю, можно ветра взять. Брошка мне не особо нужна. Кстати, скорость так и пойдет. Это прям хорошо. Чтобы была возможность разбить тамбу хотя бы. Я польщен. Вообще, по-хорошему, мне бы, конечно, Iron-диск какой-нибудь. Пальчик с мультикастом бьет довольно больно. Я вот думаю, а спасет ли меня Лотус? Ходу нет. Что же нам поменять? Я, конечно, понимаю, что мне все нужно. Рейдж для защиты от обратки хотя бы, да? Какого-то первоначального урона. Возможно, тоже пригодится, чтобы пальчик не так сильно бил. Это можно сказать против тамбы, чтобы не так быстро убивало. Хотя я не знаю, бьет тамба или нет. По-моему, нет. Вроде. Вообще не знаю, не помню. Да, тут пришлось попотеть, конечно, не пробивается. Так, а почему не пробивается? 9 КХП. Хиллер. Восстановление. Дофига брони. Снижение урона. Ладно. Тогда логично. Он как-то быстро закончил. Я думал, он еще поживет. Но вообще, тут вырисовывался билд. Куча. Был спрей. Найти Бристлбека, пассивку. И можно какое-то время еще и пожить. Конечно, Бладстоун нужен 100%. Под это все дело.
Штармкрафтер интересная кнопочка, но она не позволяет тебе переиграть. Вот в чем подвох. Да и продажа 750 как-то не внушает доверия. Ну продам за 750 и чё? Типа вау, я стану богаче. Стакаю, конечно, долго. Ну сколько мне будет брони в итоге? А, 122 и все, да? И резко начала падать вниз. Обидно. Сидят, терпят. Наверное, проклинают. Да когда ж ты уже закончишь? Да давай быстрей. Правда, никто не пишет, никто ничего не говорит. Всем нормально. Хватит толкаться, не толкайся. У него как будто есть сопротивление магии, но ему его не хватает. Даже Штармкрафтер 5 ударами 2700. Торчерка тоже достойно. А можно не так сильно бить? Больно бьете. Ну да, как я и говорил. Гуля, кстати, скоро должен закончить. Хорошо, регенимся. Спасибо все знания за эту силу. 5 предметов дофига. Я думал, лотус можно продать. У меня появился миррор. Книжечки даже дают. Спасибо, игра. Сейчас буду мазать. Сколько? 90, да? Ну да. 90% ворота. А почему я попадаю? Алло. Они что, сломались? Крипы сломались. Лол. Реально крипы сломались. Не знаю, выиграю здесь, я не выиграю, посмотрим. Сейчас тамбу будет ставить. Понятно.
Что так больно? Почти не считается. Регенис как бог. Да когда он мне еще реинкарнацию не выбил. Я думаю, купол можно спокойно менять. В нем точно нет смысла. А, да? Даже ролл не потратил. Ой, я не понимаю иногда эту игру. Серьезно, я просто иногда игру эту не понимаю. О, без мультикаста. Сейчас мы спокойненько так оп, все. Все, не бей меня, отстань. А, фига себе. Он меня шотнул санстрайком. А, ну там болит страйк. Логично. Это нормально вообще? Санстрайком шотнуть. Ульчена хилит и БКБшку дает. А это лишняя защита, не помешает. Потому что я могу дать косу в обратку и сам же умру. А это дает БКБшку, плюс отхиливает. Но Гвардиан можно поменять, в нем нет смысла. Он скидывается нулифайером. Не, ну почему? Билд достойный. В нем точно есть смысл определенно. Есть реген, есть защита, есть подсейва 2. Если бы не реинкарнация, он бы меня убивал легко вообще. Как раз тут тоже нужно ложить обратку, потому что бьет больно. Но броня стакается за счет регена, за счет стальных мышц стакается быстренько. Прям хорошо. Мультикаст. Лол. Мультикаст ничего не даст. Аркан Аурон даст немного урона, но у меня прирост интеллекта всего лишь 2,1. Много, к сожалению, не даст. Взять Purification. Потому что, то есть Хаммер. Потому что Хаммер бьет больно. А можно попробовать его переиграть этим. Пассивка Бреста. Все-таки добил. Лол. Пятью способностями убил. Кто так сейчас может? Ладно, возьму Хаммер.
Посмотрим. Будет меньше стаков косы, но мне кажется, я уже достаточно настакал. У меня только что было 2222,2 реген. Мне аж интересно, сколько Purification дамажит. 60 тысяч урона. А. Я понял. $60к урона. Ясненько. Спасибо за игру. Отлично. Прикольный билд. Я нет. It's a fake. А ты что? Ты что, не верил, да? Говорит, ты фейк. Да, я фейк. The next level play. ГЛ. Нет, не бейте. Бьют больно. О, кстати, можно попробовать. Как это будет работать с Магусом. Интересно. Сколько у меня регена? 2300. Мало. А, это вообще не работает. Это называется увы и ах, о. 145. Это должно нам добавить регина. Смотрите, сколько тараска дает. Даже тараска дает, по-моему, меньше, чем маска. Всезнание почтило меня. $44к урона. Нормально. Десятина. Коса будет вылетать или не? Не сегодня, да? Да, процентов немного, Ибо всезнание к сожалению. Но что поделаешь. Я вот думаю, если было бы стальные мышцы третьего левела, сколько бы там было брони в итоге? Там кто-то говорил, иллюзии багаются. Но эта иллюзия, получается, вообще не багается. Где, подожди, у нее вылетают точно так же эти. Лол. Эти крипочки бьют больно. Так, дайте мне 300 стаков и все. Изи. Даже 301. меня, всезнающий. Легкая не ощутил. Ганслингер.
Спите, товарищи. За счет этого буду быстрее дефать. Но не намного. Ну, мне кажется, билд собран. Достойно. Найти бы булварк. Я в еле живу, боже. Как же я живу. Хотя что-то мне подсказывает, что даже булварк не поможет. По-моему, за счет этих двух способностей Магус вылетает по нескольким целям. Вот это мы регенимся. 254 брони. Достойно. Нет. Тут многовато дэмэджа. 16к урона. Ладно, погнали дальше.